Доброе утро 30 декабря. Завтрак на коленке. Смотрите. Решил ужать материал за несколько дней в один выпуск, потому что аргентинцы католики, и на прошлой неделе было Рождество. Соответственно, практически вся неделя была праздничной. Итак, что успел за 23 декабря? Как ни удивительно, хорошая новость в том, что я не купил домик за 22 тысячи долларов. Объясню почему. Я получил ответ от Марсела. И он сказал мне, чтобы я не говорил это риэлтору, что это вообще-то секрет. Ну, я просто не буду субтитры переводить на испанский. На самом деле в доме влажность выступает не только сверху, не только с крыши, но и снизу, из основания стен. И это действительно очень крупная проблема. И смотрите, какая штука. Во-первых, риэлтор запретил снимать мне видео внутри дома, потому что там находятся чужие вещи. Арендатор вообще-то вышел на улицу. Ну и как бы неприлично даже трогать чужие вещи, чтобы отодвинуть от стены. И все там так плотненько было расставлено по стенам, что ты не мог просто посмотреть на самом деле внимательно, да. Я потом фотки открыл и увидел, что действительно даже вот на фрагменте белой стены видны такие вспузыривания краски, и верхняя часть уже, чем нижняя, что свидетельствует о том, что, значит, идет оно снизу вверх. Все логично. И это все просто аккуратненько заставлено комодом. Такие дела. Так что маневр был хитрый, и очень хорошо, что я не поддался своему вчерашнему импульсу. А так бы уже сегодня стал обладателем проблемы. Квартира, которую я администрирую, я о ней рассказывал в прошлом выпуске. Мы сегодня туда ездили с мастером. И вот что я готов вам показать. Итак, вот как выглядит здание, в котором сейчас мы будем проводить ревизию. В эту квартиру, в нижнюю, попадает откуда-то вода, но уже точно не из квартиры, которая выше. Мы пришли к Густаво. Ты хочешь сразу сверху посмотреть? Podemos ver acá las manchas que quedaron. Hola, Agustino, ¿cómo está? Итак, смотрим. Пермисо. Да, здесь, в принципе, ну вот, это гипсокартон. И виден очаг. Причем здесь даже стояк, весь он до сих пор влажный. Это короб вентиляции, который идет сверху. Раз это вентиляция, она должна выходить на самый верх, и там должна быть крышка. Получается, он намокает, и от него влага просто капиллярным эффектом расползается по всему периметру. Раньше проблема была, что вот здесь, над этим квадратом, находится слив в душе в квартире вверху, и оттуда попадала вода. Но сейчас здесь сухо и никаких пятен нет. А пятна все вот идут отсюда. Теперь посмотрим, что даже происходит с другой стороны. То есть капиллярный эффект работает прекрасно. И вот здесь, ну, оно на камере не очень хорошо видно, но я когда трогаю, прям влажное пятно, вот конкретно здесь. То есть ровненько за этой стеной проходит стояк вентиляции. Мы поднялись на 2 этажа от той квартиры. Заходим. Пермиса. Ага. То, о чем я говорил, то же самое. Вот вентиляционный шахт идет сверху вниз. И здесь тоже влажно. И en el baño está bien? Угу. Вот здесь тоже следы. Прихожей, то есть все 4 стенки. Угу. Ну что, теперь поднимаемся. Podemos preguntar. Ливневка забилась. Ливневый сток? И все по трубам текло. Скорее всего, крыша была под водой. Здесь вот ливневый сток. Он весь грязью заметен. Подожди, а как оно текло по трубам? Вот здесь какая-то... То есть этот материал тоже не герметичный, значит? Герметичный, но как они туда между труб его запихнули? Это вопрос.
Ну да, то есть тут накапливалось... Нужно вот- следить, да, за ливневой канализацией. Ага. Вся отросла. Este es un punto de desagüe. Debe ser limpio. Hay que sacar todo esto de allá para dar agua a salir por bajo. Claro. Está tapado. Y por lo que está tapado, Mira. agua no salía y todo Viene ahí. viene ahí. Короче, мы проверили, там сейчас больше не забито. Вот эта труба слива. Внутри должна быть чистая уже. И вода должна уходить нормально, без проблем. Но необходимо провести чистку крыши, потому что при дождях вся грязь, весь мусор, вот остатки картона размывается и стекает прямо сюда и забивает. Чтобы не вставлять долгое аудио хозяина квартиры, которая находится внизу, по имени Густаво, я в двух словах передам его мысль и его боль. Он сказал, что они всем этим комплексом скидываются по 40 тысяч песо в месяц. Ну, это чуть меньше $30. Я не знаю, сколько там квартир. Ну, в общем, на то, чтобы у них была администрация. Как я понял, администрация в лице какого-то одного парня там или мужчины. И он сказал, что не делается ничего. Он сказал, что это дезастры, то есть катастрофа. А почему катастрофа? Лампочки типа перегорели или разбиты, их просто нет. Элементарное обслуживание крыши не производилось. И самое интересное, этот косяк с водой, он по сути даже не конструктивный. Для Аргентины и так сойдет, это абсолютно все в пределах нормы. Они просто знают, что идет сезон дождей, надо приготовиться. Причем приготовиться что делать? Правильно, красить стены. То есть дождь прошел, выступило желтое пятно где-нибудь там в квартире, ну и чего, покрасил белым снова и пользуешься дальше. Отменил осмотры двух моноамбиенты на покупку, потому что понял, что не надо спешить. Я увидел, как варианты просто один за одним исчезают, а новые не появляются. И я сделал вывод, что если я сейчас просто возьму на 3 месяца аренду и пережду эти 3 месяца, я потрачу $1500. А по факту, это уже хорошие новости, я нашел аренду за 1370, мне все вместе там с коммуналкой обойдется. Я рассчитываю на то, что цены, по моей логике, должны будут начать спускаться. И, возможно, снизятся больше, чем на эти $1500, и потом и выбор будет больше. На продажу цены растут. Почему? Потому что еще и скоро начнется учебный год в марте-феврале. И многие родители своим студентам, детям покупают квартиры вместо того, чтобы арендовать. Я рассчитываю с марта-апреля возобновить все-таки поиски. А сейчас спокойно переехать в квартиру. 24 декабря я внес депозит за арендную квартиру, которую покажу позже, а 26 получил макет контракта аренды. И там обнаружились некоторые пункты, которые вызвали у меня несогласие. И, собственно, весь день 26-го я обсуждал эти пункты, вносил правки. А именно, очень важный момент. Есть условия возврата депозита, такие как, например, задержка после выселения. Потому что некоторые фактуры, так называемые, то есть счета на оплату коммунальных платежей, приходят с задержкой. И вот этот пункт я должен был урегулировать, чтобы все-таки депозит возвращался сразу при выселении и при возвращении ключей, а оплата этих счетов производилась после, по мере их поступления. Дальше момент был по поводу ответственности арендатора, потому что она была слишком большой, в том числе за те поломки, которые происходили бы по причинам естественного износа. Я внес эту правку также, чтобы исключить такие случаи. И еще был один перекос в плане того, что арендодатель мог практически в любое время, заведомо сообщив за 48 часов, приезжать в эту квартиру и смотреть, что там происходит. То есть мне такой вариант не понравился, и мы ограничили количество таких визитов. Перевожу вещи из дома, который арендую до 31-го. Сейчас покажу, что к чему. Все освободил. Вот эти стены в гараже должны быть покрашены. Короче, все, что белое, все, что может быть вами вот таким образом повреждено,
Вот так, вот так. Какие-то дырочки. Все это должно быть заделано, потому что новые арендаторы, которые заселятся, должны увидеть аккуратные и чистые стены. Наружных это не касается. И вот тут интересный момент. Дом с точки зрения архитектуры сделан прекрасно. И по планировке, и по качеству. Отопление, теплые полы. Все замечательно. Но к вопросу о воде, он здесь все равно стоит остро. Смотрите, внизу нет, похоже, никакой гидроизоляции. Вот что происходит. Это просто влага, которая капиллярным эффектом поднимается с земли. То есть там надо было сделать разрыв, по крайней мере, до вот этого материала. Здесь голый бетон и отсечку из рубероида. Вверху такая же ерунда. Водичка капает, и она так или иначе будет просачиваться через вот эти щели в блоки и отшелушивать все. Дальше, вот эти вот отверстия заделаны. Это для подключения освещения, таких вот светильников. Туда вода затекает. Это не герметично. И более того, вечером даже вот этот светильник светится, потому что вода туда непрерывно затекает. И вот он, видите, моргает. Но при этом он и работает тоже, вот он. Но уже в полсилы. Уже приехали ребята-маляры, которые сегодня приступают к работе. Завтра все будет. Шевчука попросим помолчать. Короче, в чем прикол покраски стен? Пока вы живете за год или за два, вы так или иначе оставите следы своего проживания. Как бы то ни было, даже вот такие вещи, смотрите, иногда можно аккуратно снять, но вот это было редкое исключение. Остаются отверстия, остаются какие-то потертости, и все это должно быть заделано. Более того, смотрите, продавливаю пальцем, раз, оставляется такая ямочка. То есть в некоторых домах покрытие стен довольно чувствительно к любым вообще касаниям, и поэтому риск того, что вам придется так или иначе что-то делать, очень велик. Потолок можно будет не окрасить, если вы его ничем не забрызгаете, как мы в прошлом доме. Сейчас покажу ребят, маляров. Очень толковые. Вот они мне прошлый дом красили, этот красят. И будут еще следующий красить. Сегодня еще приедет товарищ, снимет кондиционеры. Ну и все. Готовлю на вывоз вторую ходку. Как видно, матрас погрузил. Вот удобство транспортировки таких кроватей. Каркас просто состоит из двух таких элементов, которые легко закинуть в машину и все это дело увезти. В общем, перевез основную часть вещей в новый дом, где сейчас живет Даша, и набегал вот столько шагов. 29 декабря был один осмотр квартиры для клиента. Сейчас мы будем смотреть квартиру на Авениде Санта-Фе. Вот такие бывают домики. И аналогичный находится вот с этой стороны. Квартира будет находиться внутрь, то есть подальше от улицы. Мы вошли в здание. Здесь такой просторный холл, довольно приятный, современный. Современных 2 лифта. Итак, вот мы входим в квартиру. По словам риэлтора, ее сейчас снимает аргентинец помесячный, платит 450 тысяч песо в месяц и пересдает ее через Airbnb и получает примерно в 2 раза больше, то есть сколько там, 1 400 000, вообще он сказал. Есть балкончик, и здесь достаточно тихо. И не скажешь, что за зданием сзади находится шумная улица. Сам взял. Так, ну и запишем кухню. Что здесь у нас есть? Тут места хватит для стиралки и посудомойки, по идее, на 2 прибора. Есть 2 слива. В целом квартирка, на мой взгляд, ничего. Это уже качество ремонта. То есть где-то подкрашивалось локально. Такие нюансы.
И я также, наконец, согласовал свой контракт аренды и поехал заверять свою подпись у знакомого нотариуса. Тут небольшая информация. Не все контракты на краткосрочную аренду, то есть помесячную, заверяются у нотариуса. Но бывают случаи, и если вы на такой попадетесь, имейте в виду, что не все нотариусы соглашаются заверять подписи людей, которые плохо говорят на испанском языке, потому что они должны понимать, что читают и что подписывают. Для этого вам либо может потребоваться переводчик, либо проверенный нотариус. У нас есть и то, и другое. Ну что, дом покрашен, будем проверять. На самом деле я уже проверил. И просто хочу показать вам, что мелкие детали остаются, такие как, например, нужно поотмывать розеточки, сделать уборку, понятное дело, начисто. Но в целом все у нас хорошо. Здесь тоже все чисто. Гараж покрашен тоже. Все беленькое. Ребята управились за 2 дня. Сегодня 29 декабря, понедельник. Работали сегодня и в субботу. Вот такой у нас остался порядок. Шкафы тоже красили, но, правда, эта краска проступает, потому что такая водорастворимая. Здесь все хорошо. И договорились с хозяином оставить пока вот эту часть нетронутой, потому что крышу хозяин пока еще не сделал. Сейчас сезон дождей. И если бы ребята нанесли сюда, даже пусть и с грунтовкой, там, шпатлевку или штукатурку и покрасили, то все это дело потом могло отойти даже запросто, как только пойдут сильные дожди. А прикольный чувачок. Мы с ним сейчас опять встретились. Он тут, оказывается, еще уборки делает. Молодец, вот зарабатывает как может. Вообще общая мысль, которую я хотел сейчас выразить, это то, что покупка квартиры — это точно не место для какого-то геройства. Здесь точно не нужно спешить, потому что не мешок картошки покупаешь, как говорит мой клиент, который, кстати, из Украины. Смысл какой? Можно потратить мало времени и обрести проблему себе на очень долго. Можно потратить слишком много времени и что-то упустить, но нужно искать где-то золотую середину. И в конце концов, в жизни ничто не стоит на месте, все меняется постоянно. У меня за время сериала изменилась куча всего. Жизнь просто вот так переворачивается на 180 градусов, и если ты не умеешь адаптироваться, то, извини, тебе придется подвинуться. Поэтому главная мысль — нужно смотреть всегда по обстоятельствам. Мебель уже всю увез, осталось мелкие какие-то вещи собрать. И на сегодня запланирована генеральная уборка всего дома, чтобы сдать его завтра. Ну и завтра, собственно, планируется последняя часть переезда меня с манатками в арендную квартиру.